Приготовлю праздничный люля-кебаб, который точно ни у кого не свалится с шампуров. По мясу, друзья, возьмите то мясо, которое вы любите. Пусть это баранина, говядина или хрюшка. Ну, мне нравится индейка, поэтому сегодня я буду готовить из нее. Мясо нарезаю на небольшие кусочки, ну так, чтобы удобно было обрабатывать его дальше в мясорубке. Уверен, что поборники аутентичности приготовления данного блюда, данного рецепта будут в самом начале, грубо говоря, сразу же выразят свое недовольство, что я в процессе приготовления буду использовать мясорубку. Ну, на это могу сказать только одно, братцы. Ну, если есть у вас топорики или большие ножи, да пусть даже мачете и много свободного времени, конечно, не возбраняется приготовление фарша таким способом. Теперь грудинка. Можно, конечно, и не использовать грудинку, но я ее добавляю всегда. Она очень сильно упрощает приготовление фарша для люля-кебаб. И независимо от того, какой сорт, какой вид мяса вы используете, будь то баранина или говядина, куриная грудка, она отлично повышает клейковистость фарша. То есть он хорошо склеивается и впоследствии не будет падать шампуров. А самое главное преимущество в том, что при использовании куриной грудки фарш не надо отбивать часами. Именно отбивать. Его будет достаточно хорошенько, как следует вымесить. Ну, для сравнения, отбивать надо минут 15, а вымешивать достаточно будет 5, ну максимум 8 минут. С мясом покончили, теперь сало. Ну, тут тоже все предельно просто, друзья. Если вы не кушаете свинину и, соответственно, сало тоже, то можно взять курдючный жир, курдюк, в общем-то, и использовать его. Сегодня ко мне в гости приехал мой братан, поэтому, братцы, сейчас я приготовлю вкусные люляшки, и мы с ним сядем провожать уходящий год. Да, жду с нетерпением, конечно. Сейчас, рецепт быстрый, поэтому ждать недолго. Ребят, я почему-то полностью убежден, что у большинства дипломированных критиков сейчас возникнет вопрос, почему же ты не отправил лук в мясорубку так же, как и сало и мясо. Отвечаю, все довольно-таки просто. Если отправлять лук в мясорубку вместе с мясом, то, как я уже и говорил, его пришлось бы очень долго отбивать. Потому что лук пустил бы сразу же сок, а мне это не нужно. Я его хочу сохранить до самого последнего момента. И чтобы этого добиться, я буду использовать блендер. Тут тоже, в принципе, можно сказать, измельчай ножом. Ну, ребят, мы же не ходим стираться в прорубь там или не носим воду из речки, когда хотим пить. Если можно упростить себе задачу, почему бы этого не сделать? Блин, заговорился совсем. Сразу весь лук отправлять не надо. В общем, чтобы он и в блендере не пустил сок, его надо измельчать частями, то есть половину лука. Все необходимые количество ингредиентов, как всегда, я оставлю в описании под видео. Готово. Вот о чем я говорю, смотрите. Лук весь измельчен, но сок он не пустил. Отлично. Со специями все очень просто. Я возьму чабрец, он же тимьян, молотая смесь перцев, ну и, естественно, моя любимая адыгейская соль. Конечно, специи на этом этапе можете использовать любые, какие вам нравятся. Как я ранее и говорил, долго отбивать фарш мне не придется, потому что я добавил куриную грудку, и его будет достаточно вымесить в течение 5-8 минут, до того момента, пока в фарше не появятся белковые нити. Так вот, вроде бы они и есть, да, вот эти белые? Да, вот, видишь, вот уже все выступает. Вот они, это называется самые белковые волокна. Ну, в принципе, есть еще один способ проверить готовность фарша. Даже ради этого сниму перчатку. В принципе, я уже все вымесил как надо. Отложу ее в сторонку. Берем немножко фарша и проверяем. Если он не падает, держится на руке, значит фарш готов и можно приступать. Даже ради вас, видите, испачкался немного. Слышь, ну реально быстро получилось, где-то примерно, ну, минут 5. Даже ты говорил 5-8, но я думаю, что минут 5. Да, ну об этом же я и говорю. Не надо отбивать, стоять там по 15-20 минут. Продолжаем. Далее на очереди ароматная кинза.
Ее сильно мельчить не надо. Прям так покрупнее. Сразу в фарш. И только теперь в самом конце в фарш отправляется лук. Тут тоже сразу, полагаю, возникнет вопрос, почему я лук не отправил в самом начале, когда вымешивал фарш. Ну, именно для этого я не отправил, чтобы сок оставался внутри лука. Я вымешивал фарш довольно-таки интенсивно, и он попросту начал бы выступать в мясо. Нам это пока не нужно. Фарш, в принципе-то, уже готов. Мы занимаемся тем, что распределяем равномерно по нему зелень с луком. Сейчас на этом этапе уже можно смачивать руку в водичке, чтобы он не прилипал, и начинать формовать его на шампур, собственно, и ставить на мангал. Но мы пойдем другим путем. Первое, что нам нужно, это фольга. Лишнее срезаю и укладываю на нее роскошные кусочки бекона. Какой ароматный фарш получился, братцы. Распределяем его тонким-тонким, насколько возможно, слоем. Конечно, авантюра. Но как это будет вкусно, когда все пожарится. Сначала опускаю сюда бекон. И, проворачивая шампур, помогаю фольгой. Все, теперь фольгу нужно поплотнее завернуть, чтобы в процессе приготовления сок оставался внутри. И точно так же плотненько подворачиваем края. Все, наш супер люля-кебаб на мангале, братцы. Теперь засекаем 30 минут, переворачиваем их каждые 10 минут. Блин, шкварчит, так вкусно пахнет. Долго там еще по времени? Аромат реально вообще фантастический. Ну, уже половина пути пройдена. Еще 15 минут снимаем фольгу и будем доводить до такой красивой румяной корочки и начнем дегустировать. Намеченное время вышло, братцы. Теперь убираю фольгу и будем уже доводить до готовности. Ну как аромат, брат? Вообще я не могу уже. Как говорят, хоть язык свой жуй. Так Да, хочется. пахнет, конечно, очень аппетитно. Запах вообще огонь. Не то слово, братан. Пять минут люляшки полежали, пропарились как положено. Все, начинаем дегустировать.
Как огонь. Мне остается только слюну пока глотать. Я тебе смотри даже как. Сиротский кусок. Вот так, да. Держи, братан. О, красота какая. Ну как? Дождался. Наконец-таки и я. Друзья, с наступающим всех. Всем приятных праздников, хорошего праздничного настроения и очень крепкого здоровья. Сок капает. Как иначе, братан? Все, приятного аппетита всем. Мы начинаем лопать.